Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 19 ноября, пятница. И вы знаете, у нас это необычная пятница и необычный день. Вы, наверное, прямо сейчас спросите, а почему? Дело в том, сегодня у нас с вами лунное затмение. У нас сегодня с вами полнолуние. И вот такие два больших астрологических события начинают наш коридор затмений. Давайте более детально уделим внимание этому дню и поговорим о том, какие практики, какие ритуалы вы можете сегодня провести, а также как нужно провести этот день для того, чтобы заложить основы до 4 декабря 2021 года. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет много полезной, важной и нужной для вас информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Как мы уже, друзья, говорили о том, что сегодня у нас с вами лунное затмение. И сегодня у нас происходит столкновение сильных энергий. Поэтому сегодняшний день постарайтесь посвятить планированию, каким-то своим краткосрочным делам, текущим вопросам, приятным встречам, медитациям, отдыху. Воздержитесь сегодня от каких-либо важных дел. Забудьте о долгосрочных проектах на сегодня, от ремонта, переезда, свадебной церемонии. Сегодняшний день будет достаточно великолепным для налаживания отношений. Сегодня удачные часы 19 ноября с 11 часов 15 минут до 12 часов 45 минут. В этот промежуток времени вы можете нейтрализовать плохие влияния, и вы можете обратиться к удаче за помощью. Также в это время идеально время для презентаций и убеждения других людей. Но сегодняшний день, 19 ноября, не подходит для активности тем людям, которые рождены в год быка. Сегодняшняя аффирмация, которая поможет вам выстроить те или иные отношения, звучит следующим образом. Я учусь строить гармоничные отношения. Я открываюсь для любви и поддержки. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, 19 ноября, у нас с вами произойдет полнолуние в 11 часов 57 минуты по московскому времени, во время которого Луну от потоков солнечного света частично закроет тень Земли. В день лунного затмения, то бишь сегодня, 19 ноября, постарайтесь оставаться в спокойном расположении духа. Проявляйте поменьше эмоций, откажитесь от выяснения отношений, постарайтесь побольше пить сегодня водички, также не перегружайте свой желудок пищей, особенно животного происхождения, и мы рекомендуем не принимать сегодня алкоголь. Также сегодня, 19 ноября, постарайтесь в любое время посидеть спокойно, с закрытыми глазами, ориентировочно минут 15, при этом ни о чем не думая. И обращаем ваше внимание, что в этот день, 19 ноября, ввиду тех событий, которые происходят во Вселенной, в космосе, у некоторых людей могут обостряться хронические заболевания, может возникнуть беспокойство, волнение. Что же касательно деток, то они могут вести себя не так, как обычно. И вот сегодняшнее лунное затмение открывает нам так называемый коридор затмений. Это промежуток времени между лунным и солнечным затмениями, в которых формируются, друзья, именно кармические события, как минимум на ближайшие полгода. Поэтому вплоть до 4 декабря. А почему именно до 4? Дело в том, что на 4 декабря солнечное затмение, поэтому постарайтесь до этого времени ничего не предпринимать, не проявлять инициативу. Займите положение стороннего наблюдателя и постарайтесь много анализировать, знаете, делать работу над ошибками. Также сегодня, 19 ноября, нельзя находиться вдали от своей семьи, иначе весь год вы проведете в семейных ссорах и разногласиях. Тот, кто не сможет быть рядом со своими родными, близкими, у того не будет и, конечно же, противоречий с ними.
Но если 19 ноября у вас сложились обстоятельства таким образом, что у вас нет возможности быть с родными, то нужно хотя бы позвонить им, поговорить. Особенно это касается ваших самых близких, любимых людей, родителей, детей, внуков. Не жалейте на это времени. Также сегодня не нужно никому давать в долг и самому не нужно брать взаймы, так как считается, что после таких операций придется вам жить в бедности и в лишениях. Сегодня нельзя отказываться от обещаний, которые вы дали в этот день. Очень важно их выполнить именно сегодня. Если же это невозможно по разным причинам, то нужно хотя бы приступить к их исполнению. Тот же, кто проигнорирует свои обязательства, потеряет удачу и успех до самого Нового года. Также сегодня не стремитесь отправляться в дальнюю дорогу, потому что это принесет только разочарование и обманы. Поэтому любое путешествие перенесите на другой день. Ну а чтобы защитить свой дом от разорения, сегодня 19 ноября в любое время встаньте в доме, но чтобы лицом на восток и держа в правой руке горсть мелочи. Только, пожалуйста, эти монеты должны быть не копейки. И трижды нужно сказать следующие слова: при деньгах, при шелках, а не в долгах. Затем заверните эти монеты в шелковый платок и положите до первой пятницы под подушку. То бишь через неделю мы эти монеточки достаем и тратим по своему усмотрению. Если вам кто-то сегодня чего-то плохого пожелает, то нужно веником замахнуться. И тогда все насланное вам передастся обратно тому человеку. А вот обращаю ваше внимание, если вы не заметите сосульку над входной дверью и ударитесь об нее, то знайте, что это к скорой прибыли. Также сегодня, 19 ноября, сегодня встречаются силы добра и зла, поэтому будьте очень осторожны, смотрите в оба, потому что вы легко можете поддаться соблазнам и уговорам. Старайтесь сначала обдумать все свои действия и поступки, а только потом принимать решения. Тем, кто умеет вышивать, могут сегодня вышить себе оберег для дома. Что мы делаем? Берем прямоугольный кусок ткани и вышиваем сначала внизу синие или голубые ромбы, затем зеленое деревце, после вверху красные сердечки и завершает наш рисунок солнышко. Ромбы у нас будут символизировать защиту от сглаза, деревья – деньги и достаток, сердце – любовь и согласие, а солнце – счастье и благополучие. И повесьте этот оберег возле входной двери, и пусть он охраняет ваш дом. Также сегодня нельзя и было ходить в грязной одежде. Поэтому все сегодня наши предки старались одеть что-то новое, красивое, чтобы встретить этот день вот в нарядном и в радостном расположении духа. Также сегодня женщинам запрещается стирать, развешивать белье и выполнять любую тяжелую работу. Также сегодня не рекомендуем слишком много разговаривать. 19 ноября есть риск слишком много поговорить с кем-то по душам, со своими какими-то врагами, недоброжелателями, и тем самым подставить близкого человека под удар. Также сегодня, 19 ноября, не игнорируйте знаки судьбы. Считается, что в этот день интуиция обострится настолько, что вы легко можете избежать неприятностей. Обращаем на это ваше внимание. И сегодня на лунное затмение, полнолуние, вы можете провести достаточно простой, но в то же время эффективный ритуал. Вам для этого понадобится любая вещь в вашем доме. Это может быть какой-нибудь сувенир, который, например, вы давно хотели выкинуть, но никак не решались. Или, возможно, у вас есть какое-то украшение, которое вам надоело и, как говорится, оно уже готовилось на выброс. В общем, найдите любой такой предмет у себя дома. Далее.
Сядьте в спокойной обстановочке и поговорите с этой вещью или предметом. Скажите ей, как она вас в свое время радовала, как сильно она вам нравилась. Но теперь пришло время расстаться, и поэтому у вас теперь разные пути. Попросите через эту вещь забрать с собой также и все ненужное из вашей жизни. Перечислите, что именно для вас не актуально, какие вещи необходимо забрать. Только, пожалуйста, не стесняйтесь, разговаривайте, открывайте свою душу вот этой вещичке. После этого, когда вы все рассказали, поговорили, поблагодарите, попрощайтесь и вынесите эту вещь из дома своего со следующими словами. Как старая вещь уходит из моего дома, так и все ненужное и отслужившее уходит из моей жизни. Да будет так. Этот предмет или эту вещь нужно выкинуть. Можно просто оставить где-то во дворе как украшение, если это к месту. Ну, например, пусть украшает какое-то место. Если это бусы, например, или сережки какие-то, то вы можете повесить их на дерево. И обязательно поблагодарите сегодня Луну за все проявленное для вас. Поблагодарите обязательно себя за осознанное принятие момента. И входите в новое, без вот этого старого, вонючего, гнилого балласта. У каждого он свой.